Зимняя сказка. Путешествие к пасеке на снегоходе. Зимний пейзаж, покрытый снегом. Легкий ветер и снежинки, падающие с неба. На фоне слышен звук природа, треск веток и тихие шорохи снега под ногами. Когда мы, наконец, сели на снегоходы, ветер обдул наши лица, добавляя ощущение скорости и свободы. Глубокий снег под нашей ездой шуршал и искрился, оставляя за собой длинный след. Куда более живописный был этот путь. Деревья, покрытые снежными шапками, простирались вдоль дороги, а их ветви, словно рук с холодным прикосновением, касались нас, когда мы проезжали мимо. Зима в нашем краю всегда была особенной. Долгие ночи, переливающиеся снежинки и яркое солнце, которое в редкие зимние дни оказывается на небе. В тот день наш план заключался в том, чтобы отправиться к пасеке, расположенной за городом. Мы собрали все необходимое: теплую одежду, термос с горячим чаем и, конечно, наш надежный снегоход «Буран». Когда мы завели снегоход, его рев нарушил тишину зимнего леса. Мы чувствовали себя словно герои приключенческой истории. На улице было минус 20, но это нас не пугало, мы были готовы. Мы оделись потеплее и, закутавшись в шарфы, умчались в снежные просторы. Первые километры пути были сложно назвать легкими, ветер стегал наши лица, а снег создавал затруднения при передвижении. Снегопад усиливался, и вскоре мы оказались в настоящей снежной буре. Видимость уменьшилась до минимума. Мы шли медленно, и я поймал себя на мысли, что каждый метр пути требует усилий. В этот момент появилось чувство тревоги, а вдруг мы не доберемся до пасеки? Погода в горах в снежную бурю — это испытание, требующее мужества и решимости, особенно для тех, кто решает покорить заснеженные пустоши на снегоходе «Буран». Стеной обрушившийся снег заливает горные склоны, словно огромный белый занавес, скрывающий все, что было видно лишь несколько часов назад. Мягкие хлопья падают с неба, поглощая звуки, и создается впечатление, что мир вокруг начинает замирать. Снегоход ревет под вами, когда вы покидаете обжитые тропы. Ветер, свистя через холодные вершины, стучит в лицо, но адреналин кипит в ваших венах. Ваши следы на свежем снегу – это единственное доказательство того, что вы здесь, среди дикой и непокоренной природы. Ветер налетает, обвивая вас своими ледяными руками. Каждый дюйм пути требует концентрации. Снег идет плотной стеной, облака затмевают солнце, и видимость стремительно уменьшается. Ощущение изоляции охватывает вас. Лишь вы и жестокая природа. Под холстом снежной пелены таится множество опасностей, скрытые ямы, крутые склоны и обрывы. Проезжая мимо заснеженных елей, удары ветра срывают тяжелые снежные шапки с их верхушек, напоминая о мощи стихии. Каждый поворот пути — это мелодия борьбы. Снегоход рычит, выпрыгивает вперед на свежезасыпанном склоне, и вам стает не по себе от мысли, что судорожно-белые хлопья все еще продолжают падать, создавая новые слои невидимости. Неожиданно на очередном повороте у вас возникает ощущение, что вы очутились в совершенно другом измерении, где не существует времени. Снег мягко обнимает землю, подобно белоснежному покрывалу, и ваши следы незамедлительно исчезают, как будто вы никогда не проходили здесь. Все, что вы можете слышать, это гудение мотора «Буран», который умело борется со стихией, и ваше собственное дыхание, тихое и учащенное. Каждая минута на таком пути — это испытание не только физической силы, но и стойкости духа. На фоне свирепствующей бури вы ощущаете себя частью этого дикой красоты. Природа, словно огромный живой организм, демонстрирует свою мощь и красоту и в то же время напоминает о хрупкости человеческой жизни. Далеко в горах, где снег не перестает валить и покрывает все вокруг, вы понимаете, что ваша решимость и желание исследовать несравнимы с комфортом и безопасностью. В такие моменты кажется, что каждая равноотдаленная снежная вершина дразнит вас, вызывает желание продвигаться дальше, несмотря на жестокие условия. Но даже среди метели, когда кажется, что мир сражается с вами, приходит внутренняя ясность. Вы знакомитесь с самими собой, находя силы и мужество продолжать двигаться вперед. Этот путь, замело снегом и непредсказуемой погодой, стал не просто маршрутом, он стал вашим личным путешествием, полным преодоления и открытия.
Плохая видимость затягивает в пучину тревоги. Кажется, что за пределами этого снежного одеяла нет ничего, лишь бездна. Далеко впереди не видно ни горизонта, ни очертаний, ни красок. Природа в своем величии заставляет человека ощущать свою маленькость, подчеркивая свою мощь. Каждый порыв ветра несет с собой новые снежинки, добавляя к общей массе и усложняя ситуацию. И все же в этом долгом снежном царстве есть своя магия. Падая, снег заполняет мир волшебством, создавая белоснежные просторы, которые в сумерках светятся, как будто сами по себе. В такие моменты, когда завьюживает так сильно, что кажется, что время останавливается, можно услышать особую симфонию зимы, тишину, которая охватывает все вокруг, словно мир замер в ожидании. Блуждая по заметенной дороге, мы становимся частью этого величественного явления, испытывая все краски чувств от страха до восторга. Сложности, которые преподносит природа, создадут воспоминания, которые останутся с нами надолго. После небольшой остановки мы вновь залезли на снегоход и направились к пасеке, которая находилась всего в нескольких километрах. Ветер вновь усилился, но теперь он казался почти дружелюбным. Снег под снегоходом шипел, а ветер тихо свистел вокруг, словно подбадривая нас. Каждый километр все больше привлекал к непередаваемому очарованию зимней природы. Но вдруг, когда уже начали возникать мысли о том, чтобы развернуться и вернуться назад, снегопад резко прекратился. Ветер стих. Я остановил снегоход и огляделся. Мы были в самом сердце зимней сказки. Снег окружал нас, создавая невероятный пейзаж. Деревья были покрыты сверкающими снеговыми шапками, а чистое небо стало ярко-голубым, словно невесомая бездна. С этого момента мы понимали, что не зря совершили это путешествие. С величественными снежными холмами вокруг нас было просто волшебно. Мы с восторгом фотографировали друг друга на фоне этого великолепия, разгоняя поначалу наросшее напряжение. Каждое мгновение было поистине незабываемым. Искрящиеся снежинки, играющие на солнце, свежий морозный воздух и, конечно, предвкушение предстоящей работы на пасеке. Когда мы, наконец, прибыли к пасеке, то увидели, что она тоже скрыта под толстым слоем снега. Несмотря на холод, внутри пчеловодческого домика было тепло. Мы начали разгребать снег, чтобы открыть улей и убедиться, что наши пчелы в порядке. Их спокойный гул за стенами улей доставил нам радость. Пока мы работали, за окном шло завораживающее представление. Солнечные лучи пробивались сквозь облака, а вокруг бушевала зима. Снег искрился, создавая ощущение настоящего зимнего рая. Мгновения, проведенные на пасеке, стали для нас настоящей отправной точкой к важным размышлениям о природе и красоте зимнего мира. По пути назад мы не уставали восхищаться тем, как еще вчера казалось, что мы можем потеряться в метели, а сегодня мир вокруг нас сиял красками зимней сказки. Мы возвращались домой, чувствуя себя настоящими искателями приключений, полными вдохновения и благодарности за то, что сделали этот зимний день незабываемым. И даже спустя много лет мы будем вспоминать этот невероятный день нашего путешествия в снежную сказку на снегоходе.